Примерно так эта игра и появилась в моей библиотеке. Здравствуйте, я Котосуп. И сейчас я вам расскажу, что такое Hell is Others. Разработчики нам говорят, что их игра — это PvP-PvE хоррор. И это хорошее описание, но не для посвященных объясню. PvE подразумевает активное взаимодействие с окружением. В данном случае не только с мобами, но и с предметами вообще. Ну, и чтобы закрепить, скажу, что Тарков и The Cycle Frontier — это из той же оперы. А теперь расскажу о геймплее. Итак, вы живете в квартире, обустройство которой одна из основных задач. Потому что помимо эстетического функционала у мебели есть практическое применение. От очевидного хранения вещей до пассивного усиления главного героя. Помимо вас в доме находится скупщик товаров, запросы которого меняются день ото дня, лифт, путь наружу и ответственный консьерж и поставщик сюжета в одном лице. Все это находится в высотке на случайной улице, погруженного во тьму города столетия, жителей которого главный герой обеспечивает всем необходимым. Но не все так просто. За каждым углом поджидает чудовище, ведь каждый в этом городе жаждет крови, и выживет лишь тот, кто станет чудовищем сам. Город на самом деле небольшой и отличается крайней стабильностью. Меняется только лут, но и он имеет свои закономерности для появления. Перед вами карта города. Вкратце расскажу о некоторых областях и заодно о задачах в игре. Мы начинаем игру в одном из лифтов. Матчи могут быть одновременно не более 10 человек. Матч длится 10 минут, по истечению которых или раньше необходимо вернуться домой, также через лифт. В город мы спускаемся для обеспечения в первую очередь себя ценным скарбом, попутно выполняя поручения жителей, заключающихся в основном в требовании конкретных вещей. За приятные награды, например, открытие доступа к магазинам. Ассортимент у них небольшой и крайне узкоспециализированный. Мелкокалиберное оружие открывается одним из первых. Ассортимент – пистолеты и пистолеты-пулеметы. Крупнокалиберное оружие можно купить значительно позже, и о разнообразии оружия вообще я отдельно скажу в другой части ролика. Выделяется в этом классе скобяная лавка, предлагающая оружие ближнего боя и взрывчатку разного типа. Стоит сказать, что покупка – не единственный способ разжиться арсеналом. Огнестрел можно найти с высоким шансом в сейфе, расположение которых отмечено на карте. В полицейском участке их особенно много, поэтому это место часто становится регионом для вооруженного конфликта. Небольшой шанс есть на спам в шкафах, но это скорее приятная случайность. Ну а самый очевидный вариант, правда и самый сложный – забрать оружие у побежденного врага. С ближним боем, конечно, попроще. Места появления те же, но шанс намного больше, да и цена на него сильно ниже. Деньги – один из двух самых важных ресурсов в игре. И для безопасного их хранения практически сразу нам открывается банк. Правда, их туда еще нужно донести. Но зато снять можно в любом банкомате, который расположен близко к магазинам, практически гарантируя превращение бумаги в ценное имущество. Второй важный ресурс – это кровь. Она используется для выращивания растений, плоды которых – наши боеприпасы. Если хочешь стать сильнее, придется заморать руки. Местные мобы – стабильный источник сердец. Бродят они в основном по улицам, но их убийство чревато последствиями в виде незваных гостей. Не менее опасный поставщик – местная больница. Пакетированная кровь в больших объемах манит игроков своей легкодоступностью. Поэтому, дабы не стать невольным донором, советую искать в этом месте, только если вы появились в 2 шагах от него. Ранее упомянутые кровожадные растения неприхотливы и растут не только под нашим присмотром, но и в диких условиях. Самые обыкновенные пули можно найти в парках. Их довольно много и можно попробовать перебить качество количеством. Для получения интересных экземпляров нужны удобрения. Если вы неприхотливы, то помимо крови у чудовищ можно забирать и органы, которые служат отличной подкормкой. Качественный товар же можно приобрести в лавке у Миллионного моста. С высоким шансом можно найти хорошие экземпляры органов на витринах музея на самом краю города. Место особо популярностью не пользуется, чего нельзя сказать об оранжерее сада де Лапе, внутри которой можно найти не только очищенные удобрения, но и уже модифицированные пули. Место это очень опасно еще и потому, что рядом стоящий особняк набит золотом, а где золото, там и люди. Крайне опасное место. После таких расслабиться бы, закусив стресс пирожным или пропустить стаканчик в баре. Эти запросы легко удовлетворить. В городе есть кондитерская, фастфуд и бар. Первые два имеют минорные различия, которые я даже рассматривать не буду. Главное, что еда своего рода лекарство. Лекарство из больницы – тоже лекарство, кстати.
А вот алкоголь не дает здоровья, а забирает взамен на выносливость. Пивка для рывка, в прямом смысле. Но вообще еду проще добыть, обчищая холодильники жильцов. Или мусорные баки, если вот прям совсем не вмоготу. Оставшиеся магазины мебельные. Нет смысла останавливаться на каждом конкретно, скажу только, что покупка мебели практически единственный способ ее получить. Другой – задание жителей. Цены очень кусаются, поэтому заходить вы туда будете нечасто. Теперь рассмотрим просто интересные места. Театр. В сундуке на сцене часто можно найти хорошие вещи, а под креслами много тараканов, которые иногда нужны для задания. Также тараканов можно найти в мусорках. Склад у пристани Кавай. Помимо сейфа, много полок с полезным для заданий лутом. Из-за близкого расположения к опасным местам здесь тоже неспокойно. В церкви, на алтарях, можно найти приятные суммы. Бывают даже четырехзначные. Супермаркет. Это именно то, что мы подразумеваем под этим словом. Ассортимент сильно скачет, но самое главное, что там можно купить, это дезодорант. А сейчас подытожу. Улицы столетия изобилуют всем необходимым. Главное обладать знаниями, аналитическим умом, скоростью реакции, а самое главное внимательностью. Значимость знаний нельзя переоценить, но немаловажна и грубая сила. Она представлена в 5 характеристиках нашего персонажа. Столетие – мрачный город, воздух которого заполнен темными мыслями и бедствиями, а жители замкнуты и недоверчивы. Время здесь будто остановилось, а мрак никогда не уступит место свету. И лишь взгляд стороннего наблюдателя может преобразить это место. В прямом смысле. Зрение героя ограничено небольшим конусом, в области которого видны живые объекты, в основном враждебно настроенные. Расширить свои взгляды помогут таблетки и грибы. Главное отличие – отсутствие у таблеток негативных последствий. Но цифры там значительно меньше. По своему опыту скажу, что как минимум со зрением проблем никогда не будет. А вообще, выбирайте грибы. Косвенные негативные последствия таблеток гораздо хуже. Круговой обзор, правда, не получить даже такими специфическими методами. Угол обзора может варьироваться от минус 75 до плюс 240. Но зрение не самая важная характеристика. Не стоит загонять ее ни в один из краев, однако пользы от нее будет больше, если вы любитель дальнего боя. А знаете, какой лучший бой? Это бой, который не состоялся. Да, эта цитата прекрасно описывает характеристику обоняния. Ее суть в том, что каждый игрок источает некий запашок и тем самым обозначает свое присутствие, заключающийся в усиленном сердцебиении и мерцании света у оппонента. Частота эффекта зависит от расстояния между игроками, поэтому механика практически полностью исключает возможность кемперства, столь популярного в подобного жанра играх. И тут мы резко возвращаемся к дезодоранту. Данный расходник убирает запах на 60 секунд, что по сути является невидимостью. Хорошо, что этот предмет довольно редок. А так, ушите грибочки и таблеточки, указанные справа, и будете живы. Точный радиус обнаружения определить сложно, но чем больше, тем лучше. Живучесть. Самая банальная характеристика. Это наше ХП. Поэтому я расскажу больше о том, как его восполнить. Уже до этого я упоминал еду. Ее потребление заполняет шкалу сытости, предельное значение которой изменить нельзя. Обмен идет 1 к 2. Испорченная еда имеет соотношение 1 к 1. Еда потребляется непозволительно долго, и как следствие в бою ее применение рискованно, поэтому обязательно нужно иметь лекарства. Единственный их минус – это цена. Мой личный фаворит – это бинты. Их легко найти, они останавливают кровотечение и очень быстро применяются. Стоит также сказать, что при заполненной шкале сытости еда не поможет, адама вырвет и лечения не будет. Грибы тоже заполняют шкалу сытости, и следственно, стоит несколько раз подумать, рисковать ли здоровьем ради статов прямо сейчас. Главное в раздумьях не стоять на месте. Несмотря на общую медлительность игрового процесса, в жаркие моменты игра превращается в гоночный симулятор. И все благодаря стойкости, выносливости, как вам угодно. Характеристика, многим знакомая по другим играм, особую роль имеет и тут, определяя, как долго мы сможем убегать или догонять. Скорость игроков очень высокая, поэтому даже при отрыве в пару метров можно потерять его в темном переулке. Также, помимо стандартных методов увеличения полоски, есть разовые бафы, восполняющие ее. Это уже ранее упомянутый алкоголь, чаще всего применяется в бою из-за меньшего времени применения, и газировка. Она считается едой и заполняет сытость. Поэтому осторожно, вместо ускорения можно выстрелить себе в колено рвотой и, соответственно, станом на пару секунд. Ее лучше использовать для перемещения по городу. Да, раньше в игре перемещение было еще более сложной механикой, ведь существовала возможность изменить свою скорость передвижения. Но так как я слишком долго делал этот обзор, ее успели удалить, заменив на скорость обыска предметов. Ее предельные параметры я не знаю, но знаю, что уже обысканные вами предметы повторно вы осматриваете быстрее. В целом новый стат выглядит хуже, чем старый, не думаю, что он очень важен. Ставку лучше делать на бой, поэтому первые 4 фавориты. А вообще, все еще могут поменять. Но смысл один и тот же. Стремитесь к совершенству, дабы уверенно порхать по улицам столетия. Главное – помнить, чем выше летаешь,
тем больнее падать. Смерть – это не конец, твердят нам разработчики, но всегда очень неприятно терять плоды упорного труда. При смерти мы не только теряем все свои вещи, но и характеристики сбрасываются до нуля. Потеряв все, ищите грибы. Они помогут быстро вернуться в строй, и потеря будет не такой страшной. Сейчас, правда, их употребление ограничено лимитом токсичности, но возможность камбэка от этого не страдает. Как минимум, всегда можно нажраться чем попало и отправиться в суицидальную миссию ограбления полицейского участка. Правда, что там грабить-то? Оружие, оружие, оружие. В игре оно представлено 3 типами: холодное, огнестрельное, взрывчатое. Пойдем по порядку. Катана, бита, кастет. Один из этих предметов будет вашим верным спутником в каждом раунде. Да, дальность атаки очень низкая. Да, небольшой урон. Да, это потеря слота инвентаря. Но почему тогда, спросите вы? Бесшумность, отвечу я. Изобилие монстров не позволяет тратить драгоценные снаряды на их истребление. Да и звук выстрела равносилен призыву к войне. А вот удары слышны не так хорошо. Послушайте сами. Плюс приятный бонус – это быстрое передвижение. Каждый из предметов дает прибавку к скорости. И, что тоже важно, позволяет безболезненно разбивать окна, открывая нам дополнительные пути миграции. Макроигра, все дела. Но в микромоментах холодное оружие не является балластом. Скрывшись из поля зрения противника, можно резко прописать ему несколько смачных ударов по хребту. Неожиданная контратака может изменить исход боя. Добавить к этому высокий шанс на мерзкие эффекты от удара, и мы получаем серьезного бойца, уйти от которого не так-то просто. Но если жадность ваша не знает границ, и стали в карманах вы предпочитаете золото, то и тут вы не останетесь безоружны. Ваши кулаки всегда с вами, правда все вышеперечисленное к ним не относится. Это скорее оружие последнего шанса. Очень маленького шанса. А мы перейдем к чему-то покрупнее. Чего-чего, а вот пушек в игре хватает. И разделить их можно примерно на 6 типов. Начнем с пистолетов. Небольшая прибавка к урону, немного бонусной дальности, небольшой магазин и быстрая перезарядка. Средненькие в общем случае стволы, среди которых выделяется аналог дигла, имя которому Мисс Пейн. Узнаваемая черта в виде большого урона ценится на улицах столетия, поэтому очень часто в некрологе можно увидеть именно этот ствол. О 2 других сказать особо нечего, если ничего нет, то почему бы и не взять. Стоит сказать, что у всего оружия в игре есть несколько вариаций, разница между которыми в небольшом улучшении характеристик, в зависимости от редкости. У пистолетов, например, увеличивается объем магазина и скорость перезарядки, поэтому стоит обращать внимание на цвета редкости при луте. Иногда лишние секунды могут и жизнь спасти. Бах! Щелчок, и барабан делает оборот. Да, револьвер это очень стильно. Несмотря на общую схожесть пистолетов и револьверов, у последних есть заметные отличия. Каждая пуля заряжается отдельно, поэтому стрелять лучше аккуратно, а еще лучше на дальней дистанции. Как раз для этого в данной категории есть интересный экземпляр – Сэр Армстронг. Пистоль с колоссальным усилением урона и неплохой дальностью стрельбы. В умелых руках этот малыш превращается в снайперскую винтовку. А добавить еще пули с увеличением урона и шансом критического попадания? Но на любителя все же. 2 других револьвера, как и в случае с пистолетами, просто приятные товарищи, которые не дадут вас в обиду. Сэр Моррис выглядит чуть более серьезно. Уважение, конечно, вызывает урон. Но вообще Дигл все же посерьезнее будет, и я бы предпочел его. Пистолеты это хорошо, а пистолеты-пулеметы еще лучше. Зачем выглядывать противника и размениваться по пульке, когда в магазине 100 патрон? Местная окопная метла Леди Маршалл выметит весь мусор с улиц столетия. Ее музыку вы узнаете сразу. Надеюсь, что играть будут не для вас. Ее самая редкая версия – крайне желанный подарок, ибо уменьшение времени перезарядки почти в 2 раза, в комбинации с увеличением боезапаса в 2 раза – это просто нечто. Леди Сондерс будет достойным противником предыдущему экземпляру. Рассчитанная на бой на короткой дистанции, она немного уступает в емкости обоймы, но имеет превосходство в скорострельности, которое дополняет почти нулевая отдача. Это мой личный фаворит. Леди Батлер, видимо, задумывалась как оружие средней дистанции. Как по мне, ни рыба, ни мясо, а беру ее, когда нет альтернативы. На все ПП из-за скорострельности лучше всего брать пули с мерзкими эффектами. Оглушение в связке с ослеплением превратят вашего врага в куклу для битья, а кровотечение не оставит и шанса, даже если он попытается скрыться бегством. Главный плюс, правда, одновременно и главный минус. Эти крошки просто пожирают ваши плоды долгого труда. Если вам не на что их содержать, то, думаю, следующий вариант для вас. Мощный, надежный, быстрый и удобный. Дробовик – выбор профессионалов. Небольшой боезапас, но урон такое не описать. Это нужно пробовать. Идеален как для обороны, так и для атаки. Среди этих ребят нет аутсайдеров. Каждый хорош. Враг даже не успеет понять, как он уже окажется в могиле. Все, что нужно сделать, это подойти поближе, ну и попасть, конечно же. Главное, что нужно сказать, по стандарту дробовик не стреляет дробью. Но этим эффектом можно наделить ваши пули, и, наверное, это все же стоит сделать, как и добавить немного дальности.
чтобы не было досадной ситуации, когда не хватило пары пикселей и весь урон ушел в пустоту. И осталась, наверное, классика любого шутера – штурмовая винтовка. Королева средней дистанции. Серьезная прибавка к урону и дальности атаки. Приятная отдача, размеренный темп стрельбы. Экземпляра, как всегда, всего 3. Но зато каких? Мисс Келли – это в первую очередь урон. Ее характеристики прямо-таки говорят, что второго шанса у врага не будет. Миссис Паул умело маскируется под винтовку, хотя это практически пулемет. Только не ведите огонь на подавление. Мертвый враг лучше испуганного, но живого. Миссис Белл – это эталон. Простая в использовании и сбалансированная по всем параметрам. Она поможет сместить баланс в вашу сторону. В качестве боеприпасов рекомендовал бы пули с увеличенной скоростью вращения, повышающей вашу точность. Урон и шанс крита по желанию. Кого выбрать, решать вам. Или случаю, но чаще вам. Все 3 образца крайне популярны у игроков, плюс часто являются наградой за задания. Думаю, что-нибудь вы точно сможете опробовать лично. К последней категории я отнес 2 специфических индивида. Первый – Мисс Роза. Это стартовый пистолет, который всегда будет с вами. От него нельзя избавиться, но и слот он не занимает. По характеристикам он схож с Мисс Харви, но имеет приятный бонус, добавленный недавно. Бонус к скорости передвижения. Хоть это оружие и стартовое, оно отнюдь не бесполезное. Даже с самыми простыми пулями вы сможете дать отпор. Главное – не торопиться. А еще не стоит торопиться, держа в руках доктора Фишера, единственного представителя снайперских винтовок. Огромный урон на дальней дистанции – это очень заманчиво, но тут есть подвох. Прицеливаясь, обзор снижается до узкой полоски, поэтому стоит иметь хорошее зрение для результативной стрельбы. Второй подвох в строении карты. Открытые участки – это в основном улицы, и уйти с линии огня в здание не составит особого труда. Поэтому чаще с винтовки вы даете один выстрел, и дальнейшие действия зависят от его результата. С огнестрельным оружием закончили. Что там дальше по сценарию? Ах, да, взрывчатка. К сожалению, у меня с ней отношения не сложились. Но яркие моменты моей смерти отпечатались в моей голове, поэтому мне есть что рассказать. Начну с того, что попроще, а именно мины. В игре их 2, нажимная и бесконтактная. У них одинаковый урон, пережить который мне не удавалось, и я не думаю, что это вообще возможно. Все дело в том, что срабатывает мина почти мгновенно, и от взрыва может спасти только препятствие. Но есть и хорошие новости. Во-первых, мины очень большие и яркие. Спрятать их довольно сложно, а с учетом того, что большую часть времени вы спокойно осматриваете местность, заметить мину – дело плевое. А во-вторых, с недавних пор мину можно деактивировать. Так что да, мина в качестве ловушки срабатывает редко. Есть, правда, несколько интересных мест – это окна и деревянные полы, на фоне которых она не так заметна. Но лучшее применение – это, как ни странно, прямо в бою. Убегая от врага, можно на ходу оставить неприятный подарок обидчику, и тот, восхищенный щедрым жестом, поделится с вами своими вещами, скоропостижно скончавшись. Подобный трюк может сработать и с гранатами, особенно в узком переулке, но все же у них применение гораздо больше за счет дистанционного боя. Летят они крайне быстро, остается подгадать момент, когда противник выдохся, а еще лучше закидывать их в оружейную комнату полицейского участка, выход из которой только один. Самое главное помнить, что для взрыва нет разницы свой-чужой, поэтому будьте аккуратнее. Остальные ловушки добавили недавно. Я, конечно, их покажу, даже добавлю пару комментариев, но толку от них мало, поэтому давайте будем закругляться. Вот и подошел к концу этот обзор и гайд по совместительству, по итогам которого, что я могу сказать вам, моим зрителям и потенциальным покупателям. Пройдемся сначала по плюсам игры, заодно добавлю то, чего еще не упомянул. Достойная реализация заявленного жанра. Обе составляющие взаимодействия с миром присутствуют в приблизительно равной мере, и, что важно, игрок может сам выбрать свой стиль игры, тем самым меняя ее вид от шутера до стелс-хоррора, выдержанный визуальный стиль. Вся игра – это высококачественный пиксель-арт в мрачных тонах с оттенками красного. Цвета не бросаются в глаза, а создают приятную атмосферу неприветливого городка, застрявшего где-то в 60-х. Каждый предмет просто пронизан духом этой эпохи, а маленьких деталей, дополняющих образ, так много, что боюсь быть невежливо упоминать только что-то одно. Отдельное слово хочу сказать о звуке. Он прекрасен. Причем я считаю именно он главная составляющая хоррор-части игры. Этот резкий звон разбитого стекла, стук каблуков, омощенные камнем улицы, неожиданный крик, прерывающий монотонность тишины. Все это в сочетании с визуальной составляющей не раз вызывало у меня тревогу и невольное напряжение мышц. Вариативность и разнообразие. Распределение характеристик своего персонажа, упор на которое делают разработчики в последних обновлениях, в совокупности с обилием из комбинаций оружия и боеприпасов для него, открывает простор для построения собственной стратегии для выживания. А относительная доступность ресурсов делает механику смерти не ужасной потерей, а возможностью открыть для себя новые вариации или геймплейные решения. Мотивация игрока.
Поддержание игрового энтузиазма – основная задача мультиплеерных проектов. В качестве стимула игроку предлагается несколько глобальных целей на выбор. Самосовершенствование в выживании, подкрепляемое рейтинговой системой, накопление имущества и заработок состояния. Кого-то может заинтересовать сюжет, о котором я упоминал лишь вскользь, дабы избежать спойлеров. Ну и козырь – хардкорный кооператив на 2 человек, где ваш друг от врага отличается только тем, что он... да ничем он не отличается, поэтому путаница в бою, крики, а значит и веселье обеспечены. Но если вы серьезный игрок и быть лучшим для вас стандартное состояние, то командная игра только увеличивает стратегические возможности и при филигранном исполнении дает небывалое наслаждение от доминирования. Активная поддержка. Я владею этой игрой со старта продаж, и могу сказать вам, разработчики явно заинтересованы в поддержке своего детища. Масштаб обновлений варьируется от глобального изменения механики до небольших правок баланса, которые, кстати, предлагают сами игроки в небольшом сообществе Дискорда. Помимо этого, часто появляются какие-то бонусы на праздники, награды с Твича, игру даже недавно раздавали в Epic Games. Видно, что этот проект для авторов много значит, и они вкладывают много сил на его поддержание. Но у них не получается. Так мы плавно переходим к минусам, и первый – это небольшой онлайн. Еще ни разу я не видел полностью заполненное лобби. В катке обычно только 3-4 игрока, и, к сожалению, разработчики решают эту проблему не самым здоровым способом. С недавнего обновления появились мобы, имитирующие игроков. Как по мне, это лишнее и портит атмосферу. Второй минус – это текстуры. Некоторые объекты декора слишком хорошо вписаны в окружение, поэтому бывают моменты, когда игрок, подобно слепому котенку, собирает все углы лбом. Если в режиме исследования это не так сильно раздражает, то вот столкновение с каким-нибудь столом в пылу битвы – инцидент неприятный. Также хотелось бы отметить не самый удобный инвентарь. Нет автоматического распределения по ячейкам, не очень удобно менять оружие, особенно если его много. Пули не всегда стакаются вместе. Но зато вот багов в игре я почти не встретил. Иногда дергается камера при прицеливании, но тут возможно проблема на моей стороне, не уверен. Серьезные баги фиксят оперативно, читеров в игре уже не встретишь. Античит прилепили через месяц после релиза. Система баланса для пати и уровня игроков существует. Все вроде хорошо, но главный минус, мне кажется, все перекрывает. Помните музыку из начала ролика? Эта композиция играет в трейлере игры. Так вот, она не является частью саундтрека, и даже в самой игре ее нигде не встретишь. А я из-за нее без раздумий игру купил. Обидно. Так, теперь точно все рассказал. А вердикт? Да думаю, по подаче понятно, что я бы хотел, чтобы вы приобрели эту игру. Хотя бы попробовали бы. А я, пожалуй, спущусь в этот город последний раз.